Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам, что узорчиков очень много, и для вашего удобства они собраны на небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала, там, где написано видео, сообщество, о канале, и там же плейлисты. Нажимаете на плейлисты, проваливаетесь, видите большое количество папочек, выбираете нужную вам и смотрите узорчики. Еще один момент. Я вам рассказываю, показываю вот на таких ниточках, да, узорчик. Вы вяжете на любых, не только на таких, которые показываю я. Все узорчики универсальные, поэтому берите любую пряжу, какая у вас есть. Один и тот же узорчик смотрится по-разному с разной пряжи, поэтому пробуйте. Самое главное правильно подобрать крючок. Итак, по порядку. У меня сегодня ниточки вот такие вот Alize Super Lana Classic. Идем дальше. По составу смотрим. Это 75% акрил, 25% это шерсть. Цвет, кому если понравился, смотрите, 2970, 2970. Вот такого вот интересного разноцветного секционного окрашивания. В моточке здесь получается в 100 граммах находится 280 метров. И советуют крючок набрать производителей, смотрите, вот от троечки до четверочки. У меня сегодня необычный крючок, у меня сегодня вот такой вот крючок, мы уже с ним вязали, с ним работали, да. Вот такой вот длинный, называется он тунисский крючок. И беру сегодня размер вот 3,5 миллиметра. На канале точно так же существует плейлист с узорчиками с тунисковым крючком, которые провязаны, поэтому смотрите, узорчиков очень много. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петелькам. То есть вы набираете любое количество петелек кратное 2. Ну, а я в свою очередь буду набирать 30 воздушных петелек. Не забывайте, что крючок мы держим как спицу, да, иначе просто нам будет неудобно. А все остальное все то же самое. Для начала у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я буду набирать 30 воздушных петелек. Поехали. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Вот, это мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. Вот у нас петелька на крючке, да, видите, вот раз петелька от крючка. Во вторую петельку от крючка ныряем аккуратненько и вытягиваем ниточку. Оп, держим на крючке. В следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и держим петельку на крючке. И вот так вот мы проходим все петельки цепочки аккуратненько и набираем, получается, на крючок наши петельки. Количество петелек у вас должно по итогу получиться тоже ровно 30. Поняли, да? Ну, если вы набирали, как и я, 30 петелек, я набирала 30 петелек, значит, у меня на крючке должны получиться 30 вот таких вот петелек. Понятно? Не сложно? Давайте самостоятельно наберете петельки, да, до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали петельки на крючок, все ровненько, аккуратненько. Теперь мы должны вернуться на начало ряда. Как мы это будем делать? Итак, смотрите, берем, захватываем ниточку и провязываем первую петельку одну. Далее захватываем ниточку и провязываем следующие петельки 2. Далее опять берем ниточку, захватываем и провязываем 2 петельки. И вот так вот мы идем к началу ряда аккуратно, не торопясь, со своей скоростью, да, как вам будет комфортно, и возвращаетесь на начало ряда. Крючок вы можете держать подальше, можете держать поближе, то есть как вам будет удобно. Угу. И у вас получается по итогу вот такая вот маленькая аккуратненькая гусеничка. Вот давайте шагаем до начала ряда и в начале ряда встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали нашу гусеничку, да, так ее назовем, вертикальные капельки, все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем ряд. Вот у нас 2 петельки остались на крючке, и мы их точно так же 2 вместе провязываем. Оп, все, наш ряд закончен.
Далее, смотрите, ниточку чуть-чуть подтянули петельку. Будем работать с нашими вертикальными капельками. Смотрите, вот наша первая капелька, передняя стенка и задняя. Мы захватываем обе стенки вот таким вот образом, капелька перед крючком. Помните, как рельефные столбики вязали? Вытягиваем ниточку, оп, подтянули ее. Теперь смотрите, делаем накид, оп, и опять возвращаемся сюда же к этой капельке и точно так же вытягиваем ниточку. Получается капелька перед крючком, вытянули ниточку, оп, подтянули. Вот эту первую капельку не трогаем, а остальные 3 капельки, получается, да, 3 петельки, провязываем вместе. Угу. Далее, смотрите, делаем накид ниточки спереди назад. Будьте внимательны. Следующая наша капелька берем только за переднюю стенку. Ниточку возвращаем и провязываем. Оп, вот такая картина. Дальше точно так же повторяем такой пышный столбик, как первый. Захватываем всю нашу капельку. Вот таким вот образом, капелька перед крючком. Вытягиваем ниточку. Подтянули. Накид. Видите, ниточка идет сзади наперед. И опять вокруг капельки точно так же танцуем. Вытягиваем ниточку. И вот наши 3 петельки провязываем вместе. Оп, видите? Дальше, смотрите. Накид спереди назад. Не перепутайте. Беремся за переднюю только стенку. Угу. Ниточку вернули и провязали. И вот так вот чередуя, получается, пышный столбик, обычная капелька, пышный столбик, обычная капелька, шагаем до конца ряда. Не перепутайте. Угу. Еще раз смотрите. Захватываем всю полностью капельку, вытягиваем ниточку. Так. Далее сделали накид сзади наперед. Опять вокруг капельки танцуем, вытягиваем ниточку. И все наши, получается, 3 петельки провязываем вместе. Далее спереди назад накид. За переднюю только стенку берем капельку, ниточку возвращаем обратно и провязываем. Все. И вот так вот вы повторяете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, что не сложно у вас получится. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такая картина получается, как мы заканчиваем ряд. Вот наш пышный столбик, обычный столбик, да, и последняя петелька, мы просто в нее вот так вот насквозь ныряем, оп, и вытягиваем ниточку. Все, наш ряд закончен. Теперь будем возвращаться обратно на начало ряда. В начале мы провязываем одну петельку, точно так же, как мы делали в самом первом ряду. Теперь провязываем по 2 петельки, то есть раз, два. Дальше опять раз, два. И так вот шагаем до начала ряда, совсем не сложно, да? Раз, два. Раз, два. Все. Я уверена, что вы справитесь. А повторюсь, крючок можете брать поближе, да? Сместить вязание можете подальше, как вам будет удобно. С вашей скоростью и аккуратненько провязывайте к началу ряда, а в начале ряда я вас встречу. Все, и у вас получается вот такая вот картина. Угу. Давайте, вы справитесь, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали до начала нашего ряда. Вот такая картина по итогу получается. Так, и как мы заканчиваем ряд. То есть опять наши 2 петельки мы просто провязываем, берем вместе. Оп, все, и на этом наше вязание закончилось. Опять подтянули петельку. И здесь наша задача повторить то же самое, что мы провязывали в первом ряду. То есть первый столбик у нас будет пышный над пышным, да, обычный над обычным, пышный над пышным, обычный над обычным. Итак, смотрите, вот наша капелька, четко видно, видите, передняя стенка, задняя стенка. Опять мы ее полностью захватываем всю, вытягиваем ниточку, так, подтягиваем, накид. Опять возвращаемся, танцуем вокруг капельки, вытягиваем ниточку. И все, получается, 3 наши петельки провязываем вместе. Оп, как мы делали в самом первом ряду. Теперь сделали накид спереди назад, так, и вот наша капелька. Вот наша капелька. Беремся за переднюю стеночку, возвращаем ниточку обратно и ее провязываем. Угу. И точно так же дальше. Там, где пышный столбик, то есть вы не ошибетесь. Вот капелька, вы будете вокруг нее танцевать. Раз, петельку подтянули, накид. Еще раз вокруг этой капельки танцуем, петельку подтянули. Теперь 3 петельки провязали вместе. Угу. Спереди назад ниточка.
Следующая наша капелька, четко видно. Вот беремся за переднюю стеночку, возвращаем ниточку и ее провязываем. То есть вы повторяете все то же самое. Я уверена, что у вас получится. Давайте до конца ряда самостоятельно, ну и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, какая красота получается. Вот такие вот интересные барашки. Так? И как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как мы заканчивали предыдущий ряд. То есть мы, получается, проваливаемся полностью вот в нашу капельку. Оп, и вытягиваем ниточку. Теперь мы должны будем вернуться так, на начало ряда. И вспоминайте, вначале мы провязываем одну петельку, а потом по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вы этот ряд будете провязывать очень быстро, потому что он легкий. Поудобнее берете крючок, как вам нравится, и возвращаетесь. Все. Понятно? Все, у нас получается узорчик представляет собой 2 ряда. В одном ряду вы делаете барашки, так назовем их, да? Получается, тунисский ряд, это получается вы в одну сторону вяжете и возвращаетесь в другую сторону. То есть в обычном вязании это 2 ряда, да, а в тунисском 1. Получается, наши 2 ряда, получается, барашки и вернулись. Барашки, вернулись. Барашки, вернулись. Все. Несложно? Несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, а я в свою очередь посмотрю, как будет у меня меняться ниточка. Угу. Интересный процесс. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Узорчик получается односторонний, изнаночка. Ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Лицевая сторона. Назвала его, интересно, так барашки, да, вот такие вот пышные столбики интересные. И между ними вот такие вот, получается, полосочки из обычных петелек. Как вам? Вот так вот он у меня, получается, не тянется. Вот так вот он, ну, чуть-чуть тянется, так, узорчик. Пробуйте, вяжите из своей пряжи. Возможно, будет тянуться больше, возможно, будет тянуться меньше. Я данный узорчик представляю в интересной кофточке, либо в кардиганчике. И неважно, секционного либо окрашивания, одноцветный, однотонный, да, будет очень интересно. Он такой, получается, объемный будет, видите, объемный. Если вы вязали что-либо данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно, какими ниточками, да, что вязали. Если не вязали, подбрасывайте идейки, где вы видите, в каком изделии данный узорчик, опять же, какими ниточками. Можно и одноцветными, и разноцветными, то есть вы можете рядочки менять. Вы можете и секционного окрашивания, и меланжевые ниточки брать. Смотрите, будет оригинально смотреться в сумочках, да, полипропиленовый шнур. Берите полиэфирный шнур, у вас будет очень интересный с массажным эффектом коврик. Посмотрите. То есть идей, конечно, море. Жду от вас комментариев, да. А давайте сейчас замерим. Например, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, что это у нас получается? Это получается, ну, практически 17 сантиметров. И здесь по шишечкам считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Это получается 8 рядочков тунисских. Тунисские, это значит туда и обратно, да. То есть если бы обычные были, было бы 16. Узорчик, смотрите, растет не быстро, то есть это вот 8 сантиметров. Узорчик растет не быстро, но он очень плотный, очень оригинальный в копилочку ваших узорчиков. Многие спрашивали, когда немножечко косит, да, вязание тунисское. Оно, да, оно часто косит, но влажно-тепловая обработка, она все поправляет. То есть паром не гладить, паром просто обдайте, и оно все выровняется у вас. Это уже проверено. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний, да, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Также смотрите другие плейлисты. Узорчиков очень много. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.